Всем привет, дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале Фейншоп полезно и не очень. Сегодня у нас будет очередная распаковка интересного смартфона. Смартфон у нас от компании Realme, модель C20. Вот такую вот вещь сегодня приобрел. Решил вам показать. Да, это у нас бюджетная модель телефончиков Realme. Можно сказать, что это переиздание старой версии Realme C3, по-моему, да, было. Я считаю, неплохая модель, особенно с учетом того, что в ней у нас есть NFC. Да, ребят. Давайте вскрывать, погнали! Так, вот в таком вот цвете, желтеньком, как в принципе все модели последние Realme, поставляется. Вот такой коробочки, неплохой, желтенькой. Так, сзади у нас что? Сзади у нас, соответственно, цвет какой, вся техническая информация. Так, вот сам телефончик. Самая бюджетная модель, ребят, так что много от него не стоит ждать. Ну, с учетом наших цен, то я думаю, этот аппарат будет очень-очень актуален. Так, далее нас встречает вот такой вот конвертик. Я уже его открывал, смотрел. Здесь у нас скрепочка, надпись Let Embrace New Journey. Так, далее у нас идет здесь макулатура. Так, инструкция Realme, краткая характеристика. Здесь у нас на всех языках, гарантийный талон. Все, здесь все имеется. Все, как говорится, все по красоте. Так, ну, модификация, Quick Start Guide, в принципе, все по стандарту. Так, год на него гарантия, в принципе, как все телефончики. Будь то самые дешевые, самые дорогие, у них все годик гарантии. Так, больше у нас ничего в конвертике нет. Убираем в стороночку его. Больше нам в конвертике ничего нет. Так, далее сам телефончик нас встречает. Вот в таком. Ну, давайте его пока уберем в стороночку. Посмотрим, что у нас дальше идет. Далее у нас идет вот такая картоночка, картонная проставочка. Зарядка. Скорее всего, будет обычная. Все-таки это у нас самый бюджетный вариант. Ну, давайте глянем, на сколько ватт она. Так. 10-ваттная зарядочка, ребят. Самая простая, самая обычная. Ну, конечно, в бюджетном варианте, что он быструю зарядочку навряд ли положит. Realme. Ну, это и это, в принципе, неплохо. Так, далее у нас идет шнурок USB, micro-USB. То же самое. Никакого Type-C, понятное дело, положить нам не будут в комплект. Все-таки бюджетно, что мы хотим. Так, ну в принципе и все. Больше у нас ничего нет в комплекте. Самое все необходимое. Чехол, пленочка. Я думаю, приходится вам докупать отдельно. Так, ладненько. Это все убираем. Больше нам в коробке ничего интересного нет. Переходим к самому телефону, к самому сегодняшнему аппарату. Так, проверка качества, более 100 тестов. Realme C200, C20 на базе Android плюс NFC. Так, такая вот пленочка у нас наклеена. Сразу же ее снимаем. Здесь давайте посчитаем. Емкий аккумулятор на 5000 мАч. Большой экран на 6,5 дюймов. Большой объем памяти, 2 гигабайта, да, уже это вы достроите большой объем памяти. Ну что это, ребят, вы что? 2 гигабайта это большой объем памяти в 2021 году? Странные ребята. Ну и быстрый процессор Helio G35. Это тоже я поспорил с этим по поводу быстроты его. Но я помню, этот процессор, по-моему, у нас устанавливал Xiaomi Redmi 9C, да, в желтеньком таком аппарате. Кстати, у меня у нас есть на канале, я его там распаковывал тоже. Неплохой аппарат, кстати, мне он понравился. Точно такой же процессор. Ладненько, давайте открывать. Блин, заклеили-то, ё-моё. Хрен отклеишь. Опа. Навряд ли нам, конечно, пленочку здесь положат.
с завода. Ну да, никакой пленочки нет, само собой. Что мы хотим? Самый дешевый аппарат. Ладно, придется докупать нам, ребят. Ну что мы имеем? Вот такой вот неплохой, в принципе, по стандарту аппарат. Вот так он выглядит. Давайте это тоже я отклею. Оно нам тоже не надо будет. Оп. Чтобы не портила нам картина. Всякие наклеечки. Вот такой вот сам аппарат. Смотрите, здесь у нас он Soft Touch выполнен. Само собой, сам аппарат сделан из пластика. Вот у нас динамик, надпись Realme. Какая-то ляпка уже. Это, походу, наклеено было. Да, это клей, остатки клея. Вот такая вот камера, ребят. Всего она у нас одна. Ну ладно, забегать вперед я не буду. Давайте все поэтапно. Все поэтапно. Давайте включим его, самое главное. Все-таки 2.32. Не шибко много оперативной памяти. Так, завибрировал Realme. Пока он включается, мы пробежимся по его кнопкам и элементам управления. На верхней части у нас ничего нет. На верхнем торце. На правом расположилась качелька регулировки громкости, кнопочка включения. Так, на нижнем торце у нас микро USB. Да, ребят, микро USB в 2021 году. Ну, что вы хотите. Телефоны нынче дорожают, поэтому приходится мириться с этим. Отверстие для микрофона, 3,5 мм джек. Далее у нас на левой грани расположился лоток. Отверстие для лотка. Давайте мы его откроем, посмотрим, насколько у нас сократили ли они его или нет. Если, конечно, здесь будет комбинировано, это будет фиаско, ребят. Это будет фиаско. Но я думаю, навряд ли комбинированы. Все-таки такие аппараты надо ставить полноценный лоток. Ну да, полный лоток. Можете поставить 2 сим-карты, карту памяти без проблем. То есть это здорово. Делать выбор не придется, что поставить, с учетом того, что у нас здесь немного оперативной памяти, да и в принципе и такой памяти. Постоянной тоже немного. 32 гигабайта. Флешечка нам понадобится, я думаю. Смотрим, никаких резиночек нет. То есть никакого защиты, намека на влагозащиту, конечно, у нас нет в таком аппарате. Никаких резиночек. Ну и ладно. Комбинированный лоток — это здорово. Ничем не надо будет жертвовать. Так, включается? А, он у нас уже включился. Ну, здорово, очень быстро. Все замечательно. Все, он у нас уже врубился. Здесь у нас установлена MIUI версии 1.0. Она очень простая. Ничего здесь сверх такого не установлено. Аппарат будет летать. Как раз таки для версии 2.32 самое оно. Если бы у нас, конечно, была оболочка MIUI, она бы лагала жутко. А так, замечательно, в принципе, поверх стоит. Давайте посмотрим в настройках. Так, авиарежим, это нам не надо. Экранчик. Так. Режим затемнения имеется, то есть темная тема, пожалуйста, без проблем. Можно включать. Далее защита от глаз будет переходить такой темный, видите? Темные тона. Это когда вы читаете книги. Автовыключение, само собой. Так, защиту глаз уберем, автоповорот включим. Я не закончил, он включился очень быстро. Меня даже это немножечко удивило. В верхней части экрана расположилась камера на 5 мегапикселей и решетка динамика. Микрофона дополнительного у нас нет. Сзади у нас камера. Камера со вспышечкой, всего одна. На 8 мегапикселей. Здесь у нас обманка, АИ камера. Модуль выпирает немного, но выпирает. Ну и вот надпись Realme. В принципе, дизайн неплохой. Как, в принципе, все стандартные телефоны Realme. Они ничем не отличаются по дизайну. По поводу материалов, конечно, это здорово. Soft Touch, отпечатков вообще нет пальцев. То есть ничего не надо будет протирать. А вот на стекло, конечно, желательно наклеить пленочку. Потому что или стеклышко какое-нибудь.
царапаться оно будет очень хорошо. Очень хорошо. Давайте попробуем. Яркости, конечно, маловато, но я думаю, нормально. Так, сразу же мы отключим, сейчас посмотрим, что у нас отключение, не отключение. Меня даже это немножко удивило, что он очень быстро включился. Так, 30 секунд. Мы поставим, давайте пока уберем, чтобы он у нас не выключался. Так. И я хочу убрать. Так, начальный экран, кнопочки сенсорные. Я пока немножечко буду тупить. Дважды коснитесь, установки альбома. Так, вот видите, я уже привык. Мне жесты, надо жесты. Я вот не могу без жестов. Клонирование приложения, игр, разделение экрана. В принципе, все, что необходимо, есть. Так, о телефоне. Версия интерфейса Realme версия 1.0, процессор 8-ядерный, процессор у нас установлен здесь G35, в принципе неплохой процессор, память у нас 32 гигабайта постоянной, оперативная у нас 2 гигабайта. Маловато, конечно, ну что есть, ребят, что есть. Для, конечно, 2021 года я считаю, что это маловато. А, вот, удобная кнопка, боковая панель, специальные возможности, вот. Кнопки навигации, двусторонние жесты. Основной плюс этого телефона у нас здесь установлен NFC из коробочки. То есть париться вам не надо будет, просто подвязываете карточку своему Google Pay, платите вообще без проблем. По поводу Wi-Fi, ребят, здесь у нас установлен всего 2 гигагерцовый 2,5 ГГц, 5 гигагерцового Wi-Fi у нас нет, к сожалению. Экран у нас 6,5 дюймов. Видим вот такой подбородок. Да, не очень, конечно, не очень приятный подбородочек, но что мы хотим? Такой вот, миллиметров 5 где-то примерно, то есть довольно-таки большой. Пикселей не видно. Разрешение экрана у нас составляет 1600 на 720, 9:20 соотношение сторон. По поводу камер, давайте, ребят, я расскажу. Так, давайте посмотрим, что у нас с камерами, что у нас здесь фото. Увеличение есть, все как положено. Видео у нас может снимать только в 1080, 30 кадров в секунду, потому что, к сожалению, процессор больше не поддерживает. Вот, пожалуйста, 1080 720p, это понятное дело. Все-таки процессор не супер мощный, но что-то такое более достойное по качеству рассчитывать не стоит. Камера у нас на 8 мегапикселей. Хотелось бы, конечно, больше, но что есть. Зато апертура у нас 2.0. Неплохая, кстати. Фронталочка у нас на 5 мегапикселей. Принимаем, разрешаем. В принципе, неплохая. Визуализация хорошая. Realme C20 выпускается в двух цветовых решениях. Это у нас синий, как у меня, и есть в черном цвете. Ну и я забыл сказать о самом главном преимуществе этого смартфона. Это его аккумуляторы. Здесь у нас установлен аккумулятор на 5000 мАч, что с учетом не самого прожорливого процессора в теории должно дать 2-3 дня работы от одного заряда. На этом, ребят, буду заканчивать. Итак, видео затянулось. Это было мое первое знакомство с бюджетным сегментом от компании Realme. Позже запилю полноценный обзор. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем, у меня на канале разыгрывается колонка Transmart Mini. Все условия в описании. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.